Татьяна Черниговская, российский ученый в области нейронауки и психолингвистики, а также теории сознания. Наслаждение доставляет не секс, а любовник. Люди должны работать головой, это спасает мозг. Чем больше он включен, тем дольше сохранен. Некоторые все еще повторяют, что нервные клетки не восстанавливаются, но это неправда. Все зависит от того, заставляете ли вы мозг постоянно работать. Вам регулярно должно быть трудно. Если не давать мышцам нагрузку, они атрофируются, и с мозгом то же самое. Он не должен расслабляться, иначе быть беде. Мозг работает на максимальных оборотах именно потому, что ему нужно делать трудную работу. Трудная работа для мозга – это лекарство. Великая литература, особенно великая поэзия, ярко демонстрирует возможности языка, которыми люди просто не хотят пользоваться. Язык невероятно богат, но это лишь инструмент. Мощнейший инструмент, на котором нужно учиться играть. Мозг – это загадочная мощная вещь, которую по недоразумению мы почему-то называем «мой мозг». Для этого у нас нет абсолютно никаких оснований. Кто чей – это отдельный вопрос. Сейчас мы точно знаем, гением можно только родиться. Другой вопрос, что родившись гением, можно им не стать. Мозг хранит всю информацию, мимо которой он прошел, унюхал, попробовал, выпил и так далее. Все там лежит. Если вы этого не помните, это не значит, что этого нет в мозгу. Мозг – это сети, пульсирующие сети. Там нет мест, где отдельно работает что-то одно. Поэтому даже если бы мы нашли в мозгу зоны жертвенности, любви, совести, это нам никак не облегчило бы жизнь. Люди делятся на тех, у кого нет вообще никакого темпа, и на тех, у кого темп высокий. Мозг людей, знающих больше одного языка, имеет преимущество перед мозгом тех, кто знает только один. Учить языки полезно для развития мозга, и это тоже один из способов отодвинуть Альцгеймера. Большинство людей ведут себя так, как будто жизнь – это черновик. Жизнь начинается с момента зачатия. Прошу получить вас эту необыкновенную новость. Она уже идет, и она одна. Почему надо жить так, как будто будет возможность потом что-то исправить? Ничего никто не исправляет. Мозг принимает решение за 30 секунд до того, как человек это решение осознает. 30 секунд – это огромный период времени для мозговой деятельности. Так кто ж в итоге принимает решение, человек или его мозг? Чтобы тебя не раздирало изнутри, нужно выговориться. Для этого существуют исповедники, подруги и психотерапевты.
Заноза, если ее вовремя не вынуть, устроит заражение крови. Люди, которые молчат и держат все в себе, находятся не только под серьезным психологическим или даже психиатрическим риском, но и под риском соматики. Открытие нельзя сделать по плану. У людей неправильные установки, они считают, что, например, повар хуже, чем дирижер. Это не так. Гениальный повар перекроет всех дирижеров. Я вам как гурман говорю, сравнивать их все равно, что кислое и квадратное. Неправильно поставлен вопрос. Каждый хорош на своем месте. За существование гениев мы платим огромную цену. Нервные и психические расстройства выходят на первое место в мире среди болезней. Они начинают опережать по количеству онкологию и сердечно-сосудистые заболевания, что является собой не только вообще ужас и кошмар, но, кроме всего прочего, очень большое динамическое бремя для всех развитых стран. Мы рождаемся с мощнейшим компьютером в голове, но в него надо установить программы. Какие-то программы в нем стоят уже, а какие-то туда нужно закачать, и вы качаете всю жизнь, пока не помрете. Он качает это все время, вы все время меняетесь, перестраиваетесь. Способность получить высококлассное образование может стать элитарной привилегией, доступной только посвященным. Наш организм устроен так, что клетки в основном страшные меланхолики, чуть на них плюнь, они сразу запускают механизм самоубийства. Если вы хотите иметь хороший мозг, читайте хорошие книги, слушайте хорошую музыку и общайтесь с интересными людьми. Не хотите, делайте все наоборот. Идеологическая, пропагандистская речь насыщена оценкой. Если в тексте много оценки, то это либо реклама, либо политическая пропаганда. Мозг всегда должен выполнять работу. Это спасает его от угасания. Искусством нужно заниматься не для того, чтобы девушка из хорошей семьи получилась, а потому что, чтобы выйти из толпы, чтобы стать таким, какой ты, не такой, как стадо, которое вот там идет куда-то и все одинаковые, а стать самим собой. Можем ли мы в 21 веке все еще говорить о том, что время течет, как река, без перерывов и с одинаковой скоростью, само по себе, равномерно и однонаправленно? Похоже, что нет, и с ньютоновской метафорой времени как текущей реки приходится распрощаться. Татьяна Черниговская. Цитаты и высказывания. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.